Привет всем! Решил я таки запилить мини-обзор, вернее даже не обзор, а мои впечатления от обладания, трехнедельного обладания фонарем Nightcore P25 с Меладом. Начну, пожалуй, с чехла. Чехол весь такой тактический, как и положено для тактического фонаря. Сзади имеем пластиковую скобу для крепления на карабин. Так называемый быстросброс, отверстие для ремня. Вот, ну, в общем, все как положено для тактического фонаря. Здесь у нас стропа с пришитым карбашком для самого фонаря. Вот, из недостатков, как по мне, так коротковат, конечно, для этого фонаря чехол. То есть мы видим, что клапан у нас заходит всего на сантиметра на 1,5. Хотя сама липучка у нас продолжается гораздо дальше. Ну, как говорится, нет худа без добра. Зато вполне можно фонарь использовать, не вынимая из чехла. То есть где-нибудь на морозе, голой рукой, у вас рука не будет мерзнуть. Ну, в общем-то, о чехле все. Теперь перейдем к самому фонарю. Сразу скажу, что фирма Nightcore — это, в общем-то, первый, так сказать, брендовый фонарь, первая брендовая фирма фонарная, которая у меня появилась. И с самого начала у меня не просто складывались отношения. Первым фонарем, кстати, по размеру сравнить, у меня был, появился Nightcore D11. И через 2 недели у меня сломался. Отправил я его в сервис, и здесь на Украине покупал, на Украине отправил, и мне фонарик заменили. Но с тех пор уже около года я не нарадуюсь. Это мой основной фонарик EDC, но сегодня речь не о нем. Также не просто у меня сложились отношения и с этим фонарем. Как только я его получил, первый же день решил проверить тест на герметичность. И этот тест Nightcore благополучно завалил. Но вода пошла не там, где все ожидали. На всех форумах все переживали, что вот эта заглушечка USB, она будет слабым местом герметичности. Но на самом деле здесь все в порядке. Заглушка у нас довольно плотная. Даже делает при нагреве фонаря такой чпок, как пробочка в бутылке. А запузырилась у меня вот отсюда, где прикручивается у нас голова. Вот. А почему? Потому что, когда его собирали, видно, вот этот сальничек, его немножко подвернуло. А я, нехороший человек, не проверил это. Вот. И в итоге водичка попала сюда, запотело стеклышко. Я вставлю в этом месте, наверное, фотографию запотевшего стекла. В итоге я его разобрал, посушил, заменил резинку, заменил смазку. В итоге сейчас все нормально. Вот. Ну, внутри у нас, раз я голову открутил, сразу покажу, что у нас здесь внутри. Внутри у нас здесь в хвосте резьба надирована. Резьба довольно приятная, как слышим. Хвост открутился довольно легко. Вот, колечко тактическое снимается. В голове резьба не надирована, как я понимаю, для лучшего контакта. Вот. Что мне понравилось? Понравилась вот эта вот площадочка, пятачок этот подпружиненный. Так как фонарь тактический и подразумевает крепление под ствол, то вот эта вот пружинка призвана гасить контакт, отдачу, вот, чтобы у нас аккумулятор не разбил плату управления.
Вот как я ни разу не охотник, для меня это тоже плюс. Если уронить фонарь головой вниз, то произойдет то же самое. Вернее, скорее всего, не произойдет у нас ничего страшного, так как вот эта вот площадочка это самортизирует. Ну а под площадкой там уже у нас имеется сама плата. Также эта площадка служит защитой от переполюсовки батареи. Вот. Но с другой стороны, уже не защищенные аккумуляторы с широким здесь носиком плюсовым, они уже сюда не станут. То же самое у нас тыльная часть с кнопкой. Здесь у нас стоит пружиночка золотистого цвета. Она загнута аккуратненько. Посему не будет травмировать у нас хвостовую часть аккумулятора. У меня был китайский фонарь, который реально разрывал здесь вот аккумуляторы. Просто стирал их. Так, ну пока собираем фонарик. Вот. Да, кстати, пока собираю, расскажу, что вот заглушечка сама, за которую, в общем-то, все переживали, что она будет либо поддеваться, либо вот как-то выскакивать, она очень грамотно сделана. Вот если видно, если вот так вот поднести, она как бы сделана за подлицо. То есть как бы мы не старались ее подковырнуть, случайно это сделать не удастся. Это удастся только целенаправленно, поддев ногтем, мы сможем ее открутить. Я, понятное дело, сразу нацепил все прибамбасы. Колечко тактическое. Клипсу. Кстати, о клипсе. Клипса заявлена из нержавейки с каким-то титановым покрытием. Ну, в общем-то, в общем и целом похоже на правду. Фонарик у меня несколько раз и цеплялся клипсой, ничего покрытию не осталось. Кстати, клипса вот в этом положении, она переставляется как на эту сторону, так и на эту. В этом положении она заодно и фиксирует кольцо. Если же мы переставим наоборот, то колечко у нас будет вращаться свободно. Что, кстати, очень удобно, если фонарь одет темляком на руку. Он у вас не будет ни перекручиваться, никак не закручиваться, а будет вращаться вместе с темляком. Вот, ну, мне лично удобнее, когда темляк не вращается. Поэтому ставлю я всегда и вот так. И фиксирую. Так, по управлению расскажу фонаря. Кнопочка здесь двухуровневая. Вот, если пользовались фотоаппаратом, я думаю, все пользовались, то вот как мы делаем фокусировку, здесь вот тоже два уровня. И если мы включим фонарик, включается он основным выключателем хвостовой части, своеобразным таким рубильником. Вот, а дальнейшее управление можно осуществлять кнопкой в голове. Вот сейчас фонарь находится в режиме ожидания и сигнализирует нам об этом примерно морганием примерно раз в 3 секунды. Включается фонарь полным нажатием кнопки, и теперь легким, как вот фокусировка в фонаре, мы переключаем основные режимы. Вот это у нас режим 2 люмена, в котором фонарь способен проработать 325 часов на стандартной батарейке Nightcore D600. Второй режим 50 люмен. Это у нас 30 часов, 180 люмен 7 часов, 550 люмен 7 часов. На 180 30, да, здесь 7 часов. И на турбо, вот у нас турбо режим, час 45. Ну, понятное дело, что на всех фонарях, мощных фонарях с одним аккумулятором 18650. Вот, ровно час 45 он не проработает в турборежиме. Есть у нас runtime
То есть работает он примерно 3 минуты на полной мощности. Потом в течение минут 5 снижается процентов на 20, то есть где-то люмен 650. И так работает еще порядка 12 минут. Ну, то есть в общей сложности снижение идет порядка 8 минут, да, до 650. И потом минут 12 он работает на 650. И уходит в основной режим 550 люмен. Потом его можно выключить, включить, и это все будет опять по новой. Дальше. Еще включив фонарь, я уже сказал, по нажатиями мы переключаем основные режимы. Если мы нажмем полностью и удержим, включаются подрежимы. 3 дополнительных: стробоскоп, 3 точки, 3 точки SOS и маячок. Маячок лично мне очень понравился. Будет неплохое дополнение где-нибудь на трассе, если машина сломалась, к аварийке. Там шикарное дополнение, которое будет видно бог знает куда. Если же мы выключим основной кнопкой, то режим заполнится, и при следующем включении он включится в том режиме, в котором вы выключили этой кнопкой. Мы выключаем полным нажатием. Полным нажатием выключили, то есть следующим он включится уже в основных режимах. По зарядочке. Сейчас я подсоединю зарядочку, чтобы было видно, как он сигнализирует у нас и как его правильно заряжать. Вот, заряжается он у нас только в режиме ожидания. Вот, морганием примерно 1 раз в секунду фонарь показывает, что зарядочка идет. Если же фонарь выключен основной кнопкой, то вот он показывает, что зарядочки нет. Точно так же в инструкции написано, что он будет сигнализировать, если неисправен аккумулятор. И вот сейчас зарядка идет. Заряжается он по характеристикам 6 часов. Опять же, речь идет о стандартной батарее 2650. Ну, у меня здесь стоит батарея X-Star 300. Но реально он ее заряжает где-то 7,5-8 часов. Вот. Что еще я забыл рассказать? Да, кстати, вот это вот не просто у нас ребрышки, это у нас планка Пикатини. То есть сюда можно крепить всякие лазерные целеуказатели, крепить же под оружие и так далее, и так далее. То есть довольно оригинальный ход. Вообще дизайн этого фонаря мне понравился. Нет этих тривиальных гайкообразных насечек. То есть фонарь довольно приятный, компактный. И впечатление от него у меня, ну, поначалу, когда потек, я, конечно, расстроился, но сейчас уже я понимаю, что за эти деньги, которые за него сейчас просят, я брал его $80, а вот уже около месяца продается, да, как он вышел. Сейчас его реально купить $65-70. То есть за эти деньги, ну, реально в таком качестве я ему конкурента не вижу. По мощности света, по дальнобойности, я в конце этого видео постараюсь вставить фотографии. Я в темном лесу пробовал. Вот, и все будет видно. Ну, в общем, такой вот он тактический, гламурный USB фонарь Nightcore P25 Smilodon саблезубый тигр. Спасибо за внимание. До свидания.